Снял я амортизаторы. Сейчас камеру протру. Еще хуже стало. Руки грязные, замасленные. Снял амортизаторы, думаю, что у меня хлопать? Думал, резинки под амортизаторами. Ну, херовые резинки, старые, ставил. Короче, думаю, они, 100% они. Лезу, смотрю, шатаю. Ну, вроде не они. Что оказывается? Оказывается, хлопает сам амортизатор. Снял их. Снял оба. Так, это, кажется, левый. Нет, это как раз таки правый. Сейчас. Значит, левый снимаю. Все. На растяг, отличный, не тянет нажатие. Это москвичевские стоят. А, сука, и второй, оказывается, стучал. Ну, стучало только справа. Не знаю, передает камера звука или нет, но... Но на резкой работе подвески стучит. Думал, что резинки. Ну, при стуке ездить, ну вообще не камильфо. А вот, левый еще ничего левый. Тоже этот на растяг работает. Обратно тоже вроде работает, ну. И вот он звук. Ну, ставил москвичевские. Почему? Потому что у меня высокие проставки под пружинами. Пружины севшие уже. Поставил максимальные проставки. И у меня предыдущие были копеечные. Их порвало. Точнее, не порвало, убило. Все, они вроде как бы чуть покороче. Ну, вроде ходили, но чувствую, что все. Бух-бух-бух-бух. Поставил от москвича, походили. Ну, то, что 2 года, это ничего не значит. В километраже, значит, прошли. Дай бог, чтобы они 3000 прошли. Да какие там 3? Не, ну может быть 3. Ну, до 5-100%. Вот этим летом на Троицу будет 2 года, как я их поставил. Вот так вот, пацаны. Вроде ж все завод. Не знаю, там, типа Росстандарт. Ну, не видно, это камера говно. На телефон снимаю. Ну, в общем, все. Все выбиты все. Эти ж знаки, вот они, да. Ну... Пиздец. На тот момент я за них отдал, дай бог памяти, 175 за штуку. Сейчас я буду в гараже разгребать свои старые копеечные, заводские, которые простояли лет 20, наверное. Мы их с папой, меньше 20. Я пацаненком был вот таким вот. Мы их меняли. Не знаю, что с ними, не помню. Я же говорю, я пацаненком был. Это было больше 10 лет назад. Сейчас попробую отгрести. Если, блядь, они живые, ну это будет просто пиздец. Что старые у меня, которые здесь уже мы с папой ставили в этом гараже. Да, в этом гараже я 9 лет, машина не стояла. С другом мы разгребли. Спасибо другу Мыши. Он мне помог раскидать все, распихать по сторонам. И наконец-то за 9 лет машина у себя в доме стоит. Ладно, это было лирическое отступление. Короче, что хочу сказать. Покупались вроде заводские, а, блядь, ну 3000 и... Ну это пиздец. Это честно пиздец. Вроде все, на растяг работают, хорошо работают. Надо ставить от Нивы, пацаны. Ну это мое личное мнение. И опять же не факт. Вот ко мне приехали со школы ребятки на 2 года старше. О, кстати, вот пока тянул, вот резинки тянул, вот у меня шайба рассыпалась. Видно, не видно. Вот она выкололась. Заебись. А что теперь вместо нее ставить, хуй знает. Блядь. Ну хорошо, хоть машина теперь в гараже стоит, можно оставить ее. Вот такая вот загогулина.